кто любит брать кредиты и затягивать удавку на шее, Рыбаков разрешает брать еще. Микрозаймов 300 ярдов. Доходы бюджета точно не вырастут, значит будет огромное количество банкротств. Даже если ты не сосал шарика, что ты начнешь делать? Тоже начнешь сосать шарик. Будь готов к неожиданному, завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. Игорь Владимирович, в этом году россияне взяли рекордное количество средств в микрозаймах, больше 300 миллиардов рублей. Как вы считаете, это тревожный сигнал для российской экономики или все как обычно в принципе? Я думаю, это симптоматичный сигнал. Россияне чувствуют очень остро, когда все, изба горит и надо воспользоваться последним шансом. И действительно, в этом году экономика на стероидах. Очень много программ поддержки бюджета, там строительная область, недвижимость, там просто вваливаются деньги в экономику, чтобы как-то поддержать отрасли. И действительно, собрано налогов очень много, и бюджет распух. А вот в следующем году будет минус 10-11 триллионов, то есть бюджеты усохнут и все. Поэтому давайте так, в этом году поживем как следует, возьмем микрозаймов 300 ярдов, поживем, встретим Новый год, сардельки, сосиска, салат оливье, подготовимся как следует, ну а в следующем году будь что будет. Ну а мы в этом году давайте поживем и как следует еще доберем кредитов, если кому еще дают, чья кредитная история еще позволяет, и еще. Ребят, сегодня необычный выпуск. Все, кто любит брать кредиты и затягивать удавку на шее, Рыбаков разрешает брать еще. Многие страны закредитованы больше, чем Россия, но для нас почему-то это все-таки проблема. Почему? Ну да, ведь как в некоторых странах, там люди берут больше кредитов, да, ну и экономика растет, и доходы растут. Вот. Ну, при такой петле как бы нормально все. А вот если доходы не растут, а закредитованность растет, то наступают ножницы и потом кирдык. В некоторых странах, ну там, где вот по-другому устроено, человек берет кредит, потому что он знает, что у него будут деньги отдать кредит, и он потом возьмет еще кредит, у него опять будут деньги отдать кредит. Вот такая петля. А в некоторых странах, догадайтесь, в каких, человек берет кредит от безысходности. Он берет кредит, чтобы хоть как-то заткнуть дыры, ну а там хоть потоп. Чувствуете разницу? Вот такие дела. Поэтому на самом деле те, кто берут сегодня кредиты, микрозаймы 300 миллиардов под дикие проценты, ну конечно, они в принципе должны быть готовы, что в следующем году сосать у шарика. Потому что смотрите, доходы бюджета точно не вырастут, точно упадут, значит будет огромное количество банкротств, значит все будут сосать шарика, а среди тех, кто сосет шарика, даже если ты не сосал шарика, что ты начнешь делать? Тоже начнешь сосать шарик. В общем, короче, ребята, подготавливайтесь к тому, чтобы зажать пояса как следует. Но перед тем, как зажать пояс, надо набрать побольше, вот как кактус, знаете, так набирает побольше запасов, чтобы 2 года можно было так без дождя, все нормально. А там, глядишь, и богоспасаемая Россия раскроется небывалым небесным светом, и все опять наладится, как обычно. Чем конкретно рост долгов грозит нашей экономике? Ну, во-первых, выпадающие доходы. Вот, например, представь себе, что у тебя обслуживание долга занимает драконовские 50%, как у некоторых. Вот ты получаешь, например, 100 тысяч рублей и 50 тысяч платишь по долгу. У тебя остается на потребление, на покупки и так далее, вон столько. А остальные деньги ты отдал в банк. Вот, то есть снижение потребления. Вот. А снижение потребления, значит, заводы меньше произведут товар, экономика остановится. Вот. Ну вот это такая петля. С другой стороны, банк, получив твои драконовские 50 тысяч, он эти деньги опять кому-нибудь отдаст кредит, и тот станет потреблять, телек покупать, еще там поездки ездить и так далее. То есть какое-то время будет вот этот вот пампинг, такое набухание. Но в целом, еще раз говорю, если доходы не растут и экономика не растет, потом будет коллапс. И в момент коллапса очень много схлопываний вот этих цепочек будет, очень много трагедий. Например, чью-то квартиру с залоговой стоимостью, например, 10 миллионов,
а ее заберут, например, за 3 миллиона. Ну, потому что пузырь, он если не надувается дальше, вот ипотечный пузырь сейчас в Москве, это ужасный ипотечный пузырь, и вот если он не будет надуваться дальше, то он гикнется. Начинают рухать пузыри, банкротство и так далее, потребление еще снижается. Понятно, да? Дальше, раз потребление снижается, некоторые заводы, которые были, тоже останавливаются, рецессия в экономике, сбор бюджетов обрушается. Ну все, понятно, да, это такая петля назад. И в этот момент от действий финансовых властей, от правительства очень зависит, от того, как они остановят вот этот вот падение, да, и вот этот провал рынка там, застабилизируют, то есть начнут выкупать резко просевшие акции, облигации, бумаги и так далее, поддерживая финансовую систему. Потому что если рухает финансовая система, как в 1998 году в Российской Федерации, да, когда был дефолт, то это кирдык. Там 30% ВВП испаряется, куча цепочек кооперационных разрушается, и потом долго идет такое восстановление. На самом деле, смотрите, Россия идет по вынужденной сейчас спирали, то есть России необходимо запустить внутренний долг и способность производить деньги из денег. Это очень важно для России, потому что традиционно новые деньги в России появлялись как функция производная. Вот продали нефть, да, завезли какие-то нефтедоллары, да, вот под них напечатали новые рубли. Ну давайте так, это колониальная история, да, вот колониальная история, МВФ предписывает вот именно такую историю всем странам, которые хотят конвертируемую там свою валюту, конвертируемые тугрики, так их называет МВФ. Вот все. Но эта колониальная история производит следующее. В момент финансовых кризисов в мире первые, кто страдают, это вот эти вот колониальные страны. У них вообще все обрушивается. Поэтому на самом деле сейчас в России, особенно в условиях вот этой вот изоляции, там, капитализации, просто необходимо научиться запускать долговой рынок, то есть производить деньги из денег. Россия пытается это сделать, но в условиях такой стагнирующей или слабо растущей экономики, или экономики, растущей только на стероидах, ну, это вот опасный путь. Но другого пути все равно нет. Поэтому реально так, я сейчас не в порядке критики это говорю, а в порядке, так сказать, аналитических рассуждений, что все равно российские власти будут пытаться это сделать, все равно население будет попадать так или иначе на, ну, вот на эти все эксперименты, ну и все равно в богоспасаемой России шансов нет, кроме как, ну, как бы выйти на простор, ну, такой способности самостоятельно, ну, как бы делать значимую часть российской экономики. Если Россия будет рухаться от кризиса какого-то, ну, она как бы так вот, что-то выросло, опять рухнуло, да, и опять с этого уровня выросло, и вот так вот болтаемся. Вот этот сценарий, который сейчас в России идет несколько десятков лет, он, конечно, неприемлемый. Болтаясь вот в таком, как говно в проруби, да, ну, страна, в общем-то, ну, давайте так, имеет потерянное десятилетие, теперь уже 20-летие, а потом 30-летие. А что такое для страны 10, 20, 30 лет потерять? Ну, потом догнать сложно или невозможно. И так Россия будет обречена быть, ну, там, где-то в середине стран. Я, например, хочу, чтобы Россия не была в середине стран, а была хотя бы в топ там, 15 стран. Поэтому нам придется работать, засучить рукава, готовьтесь, ребята. Я уверен, что все получится у России. Давайте работать, давайте меньше говорить и больше работать. Время турбуленций всегда использую для того, чтобы перегруппироваться, увидеть новые возможности, захватить их, ну и помочь ведущим предпринимателям сделать то же самое. Кто-то ходит в баню, кто-то ездит на рыбалку, кто куда на Новый год. Да. Я лично езжу с успешными предпринимателями в какую-нибудь теплую экзотическую страну, где мы проводим несколько дней вместе. И в этот раз я еду в Таиланд. Поэтому внимание всем предпринимателям с оборотом от 500 миллионов и с прибылью более 50 миллионов рублей в год. Внимание, внимание. С 3 по 13 января буду в Таиланде, проведу программу 5-дневную, ну и другие дни будем вместе делать бизнес-разборы, менторство, коучинг. Более 30 ведущих предпринимателей
топовых предпринимателей, супер успешные люди для того, чтобы каждый из вас смог усилить существующий бизнес, ну или открыть новый бизнес и воспользоваться вот этими внешними обстоятельствами, где на руинах прошлой стабильности мы построим превосходящий бизнес империи. Что в таком случае будет с бизнесом в России? В следующем году будет точно стагнация, потому что у населения не прибавится денег, особенно в малых городах и так далее. В Москве это всегда денег навалом. Вот если посмотреть на улицу, в Москве там, при 15 миллионах жителей агломерации, в Москве, похоже, у миллиона людей все хорошо с деньгами. Но что такое миллион людей, у которых куча денег, и более 100 миллионов, у которых нет денег? Вот и все. Поэтому в любом случае общий фон на экономику будут оказывать именно эти 100 миллионов. Которым приходится брать эти 300 миллиардов потребительских кредитов и латать дыры. Сигналы уже сейчас есть. Например, вы знаете, Андерсон кафе купил сеть Вкусвилл. Вот, то есть идут сделки слияния и поглощения, то есть бывшие владельцы, собственно, кафе, сетей, ресторанных сетей, ну, они покидают свои бизнесы, сдавая эти бизнесы, ну, таким компаниям покрупнее, у которых есть деньги, чтобы развивать эти кафе. С другой стороны, у малого бизнеса, который обслуживает новые ниши, которые открылись из-за ухода некоторых западных компаний, из-за того, что невозможно купить некоторые компоненты, будет рост. Но это, как правило, наукоемкие и очень сложные бизнесы. Там, приход туда новых предпринимателей — это, в общем-то, такая стратегическая задача, которую, в частности, мы решаем. Вот, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова МФТИ. Стратегические вызовы, которые сейчас стоят в России, они открывают гигантский запрос на новое предпринимательство, которое будет часто развиваться внутри крупных корпораций. То есть какая-то крупная корпорация, у нее есть ресурсы, но у нее необходимо освоить там 1000 номенклатур новых товаров. Вы представляете, что такое 1000 номенклатур новых товаров? То есть эти корпорации будут просто носиться по рынку и искать так называемых интерпренеров, то есть внутрикорпоративных предпринимателей. Так вот, если вы не хотите быть ждуном и ждать, что кто-то вам там что-то принесет, а хотите сами повлиять на свою судьбу, идите в MBA ШИР МФТИ. Идите, ссылка будет здесь вот под этим видео. Учитесь, будьте в окружении людей, которые сейчас создают бизнесы или укрупняют существующие бизнесы. Подключайтесь к этим командам, будьте среди успешных людей, сами станете успешным. Будете среди тех, кто сосет у шарика, даже говорить не буду, что с вами будет. Кто ты, решать тебе, но если ты здесь на канале Игоря Рыбакова, значит, у тебя есть шанс, а потому проходи по ссылке, проходи отбор MBA ШИР МФТИ, и я жду тебя на занятиях. Госдума уже не раз предлагала простить все долги россиянам, а Казахстан когда-то так и поступил, за счет госбюджета покрыл все кредиты самым бедным слоям населения. Может ли это сейчас стать выходом для России? Ну, я бы взял и специальные слои населения, у которых, ну, знаете, безвозвратка, безысходка, а есть такие, которым в свое время банки надавали кредиты и на свой страх и риск. Я заставил бы банки списать эти кредиты и все. Есть люди больные какими-то неизлечимыми болезнями и так далее. То есть они не могли обслуживать кредиты, им почему-то выдали. Но это не более 5% случаев. Вот. В 95% случаев нет, конечно. Любая попытка списать эти кредиты, да, приведет к тому, что эти люди опять наберут эти кредиты. Вот и все. А как вы считаете, можно сегодня исправить проблему перекредитования населения? Ну, как исправить? Нужно накапливать силу и дисциплинировать эту силу одновременно. Ну, конкретными шагами. Я могу вот по шагам прям это вот сказать. Первое. Запретить брать кредиты несколько лет после банкротства. И даже ипотечные кредиты. Сейчас ипотечный кредит взять можно. Ну, считается, что ты взял кредит на то, что заложил, и там гарантированно обеспечено. Я бы убрал и такую возможность. То есть, если ты довел до банкротства, сиди и не чирикай несколько лет. Это бы был исправительно-воспитательный период, на некоторое время понижение в социальных правах. Второе, создать единый реестр доходов. Это не сложно сделать. ФНС сегодня настолько обеспеченное ведомство в России, одно из лучших ведомств по сбору налогов. И если есть такой реестр,
Ну, любая организация, там, выдающая что-то, заходит и смотрит, у человека есть вообще доходы, а может эти доходы уже закомичены, то есть обязательства взяты, и все. Я надеюсь, этот выпуск тоже повлияет на то, чтобы был такой реестр доходов по людям. Третье, ну, конечно, базовый вариант — финансовая грамотность. Это как раньше было бы читать, писать, то сегодня актуальные медиа — писать посты, и еще финансовая грамотность. Вот, это такие базовые вещи, поэтому в школах везде необходимо внедрять эти уроки, эти беседы, эти практические занятия. Там, как взаимодействовать с банком, как не попадаться на удочку финансовых мошенников, разводил. Кто смотрит канал Игоря Рыбакова, у того уже уровень финансовой грамотности в 10 раз выше, чем те, кто не смотрит. Поэтому подпишите на этот канал своих друзей, близких, родственников и так далее. Ну а если хотите вообще подковаться, то ВКонтакте у меня есть специальная игра по финансовой грамотности. Заходите на мой аккаунт ВКонтакте, ссылку, кстати, оставлю под этим видео. Вот. Скачайте игру и прокачивайте свою финансовую грамотность, особенно детей, своих там стариков. Ну, всем нужно иметь финансовую грамотность как базовый скилл работы в современном мире, чтобы не пасть жертвой мошенников и чтобы заботиться о себе самостоятельно, о своей финансовой устойчивости. Четвертое. Повышать поддержку предпринимателей, бизнесменов, главных людей, вообще говоря, которые могут убирать устаревший и заменять его актуальным. Именно НДФЛ, налог на доходы физических лиц, зарплат, которые, с тех самых рабочих мест, которые организует предприниматель, это НДФЛ организует основные доходы местных бюджетов. Чем больше налог на доходы физических лиц, тем больше местный бюджет, тем больше можно сделать в районном центре и так далее. Там больницы, дороги, поддержка там социальная какая-то. Поэтому, в принципе, предприниматель, давайте так, это главный человек, его необходимо канонизировать, что ли. Когда все в фаворе, предприниматели, силовики, управленцы и так далее, когда общественные организации за этим следят, в конце концов все становится как бы расцвет. Предприниматели, когда будут курировать школы, детские сады и так далее, патронировать их, район расцветет, каждый хутор расцветет. Я призываю предпринимателей активно включаться в эту работу. Я помогу советом раз, деньгами два. Каждому предпринимателю, кто берет на патронаж свою школу, детский сад, больницу в своем селе, на своем районе и так далее, можете лично написать мне. Я возьму вас, как говорится, и приглашу в движение успешных людей, в движение X10. Напишите мне. Пятое. Стремиться и обеспечить то, чтобы кредиты стали дешевыми и доступными для тех, кто устойчиво показывает рост добавочной стоимости, прибавочной стоимости. Вот и все. То есть рейтинг предпринимателей, кто берет, возвращает вовремя, у кого производство растет, у кого экономика растет, кто создает очень много добавочной стоимости, рабочих мест, высокоэффективных рабочих мест. Вот для этих когорт предпринимателей кредиты должны быть очень доступны, раз, и второе, ставки должны быть низкие, два. Вот этих программ я пока вообще не вижу в России. Сейчас в России такие адресные программы, например, поддержка малых предпринимателей и так далее. А что малых предпринимателей поддерживать? Среди малых предпринимателей много людей, которые через пень-колоду, тяп-ляп, там что-то там. Вот. То есть в целом надо стимулировать, чтобы новые приходили и пробовали, а дальше нужно давать рычаг тем, у кого хорошо получается. И пункт 6 напоследок, скажу. Жить в долг, нужно знать, что это опасно. Да, это возможность, если ты умеешь правильно этим распорядиться, но это опасность. Потому что даже если ты правильно этим распорядился, как я однажды, я потом чуть не умер, я был при смерти. Расскажу эту историю. После встречи с одними очень продвинутыми западными консультантами мы в компании увеличили долг до безопасной по рекомендации этих консультантов 2 раза и беды. То есть мы взяли долг размером, как, условно говоря, давайте по-простому, 2 прибыли, 2 годовых прибыли. Мы взяли такой долг, который в условиях финансового кризиса в 2008 году вдруг превратился не в 2 беды, а в 8 беды, потому что финансовые прогнозы на выручку нашей компании резко упали. Работали ковенанты были выставлены, опять же по рекомендации, ужас, этого консультанта на 4 беды, и что, и банки пришли отбирать наш бизнес. После того опыта мы сели с партнером и решили, что
что жизнь в долг, даже если ты умеешь жить в долг и правильно все просчитываешь, но в каких-то обстоятельствах краевых что-то ломается, и это тоже не работает. Приходит твой кредитор и забирает то, что ты строил 10, 20, а может быть 30 лет. И когда мы наблюдали смерть нашей компании, свою смерть себя как предпринимателя 6 месяцев, вот после 6 месяцев мы сделали такое решение и опубликовали его. Мы сказали, что все, чему будет посвящена наша деятельность в компании теперь, после того, как мы выжили, это сделать топовую компанию по производительности, по качеству, по уровню сервиса. Компания, которая будет не нуждаться вообще ни в копейке банковских кредитов и так далее. Если вы сейчас пойдете по ссылке компании Технониколь, торговая сеть Технониколь, корпорация Технониколь, продуктовая, это именно такая компания. Вот вам пример, вот вам цель для ваших бизнесов, для ваших подходов, потому что очень часто мы тяп-ляп там что-то делаем, думаем, да так сойдет. Я говорю, вот из-за этих подходов мы однажды вот чуть не умерли. А когда пригласили еще консультанта, вот видите, он нас загнал в эту штуку, а консультант нам говорил правильные вещи. Поэтому я еще раз подчеркиваю, иногда, делая как правильно, ты все равно попадешь вот в эту лужу. И единственное, что тебя избавит от этой попадания в эту лужу, в эту смерть, это то, что ты не будешь брать кредит. Вот и все. И будешь заниматься прямо сейчас производительностью, эффективностью и быть превосходящим все существующее на рынке. Именно для этого я еще раз приглашаю тебя в MBA Шир МФТИ. Я лично займусь тобой, чтобы твой бизнес превосходил все бизнесы, которые есть в России и даже в мире. И давайте вместе размножать хорошее, пусть плохому места тупо просто вообще не останется. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей.